Просто открыв это видео, вы уже приняли участие и первосвященный шаг, чтобы защитить самое ценное – ваше чудо. Да, твой чудо. Не чье-то еще. Не смутное представление о благословении. Наименно то, что я уже привел в движение для вас, именно тот прорыв, о котором вы молились, плакали и даже сомневались, наступит. И сегодня я говорю вам с божественной настоятельностью: есть силы тихие, тонкие и замаскированные, которые пытаются украсть то, что я уже записал в твою судьбу. Вы здесь не случайно. Этот момент не случайность. Это сверхъестественное назначение. Недаром, несмотря на все отвлечения, сомнения и задержки, ты добрался сюда. Потому что прямо сейчас, когда ты слышишь мой голос, ты стоишь на краю чего-то вечного. Есть дверь, и он открывается. Но слушайте внимательно, не каждый пройдет через него. Не у каждого будетвера духовный фокус сердца, расположенное в послушании, чтобы получить избыток, это уже высвобождается из моей руки. Вы должны оставаться со мной до самого конца этого послания. Потому что, если вы уйдете на полпути, вы услышите только половину ключа, ты почувствуешь тягу, но пропустишь преображение. И я не хочу этого для тебя, дитя мое. Я хочу, чтобы ты вошла в полнота благословения, а не просто почувствовать аромат урожая издалека. Потому что то, что я собираюсь открыть, божественная, скрытая стратегия, которая открывает ваше богатство, ваше исцеление, восстановление вашей семьи, вашу радость, это то, что большинство игнорирует. Они пролистывают. Они думают, что это не для них. И поэтому они уходят от самого завета, я пытаюсь запечатать. Вы устали, потому что битва длилась дольше, чем ожидалось. Вы видели признаки прорыва, но чувствовали, что он снова ускользает. Но послушай меня сейчас, есть причина, по которой сопротивление возросло, потому что ты ближе, чем когда-либо. Враг не сражается с тем, что не представляет угрозы. Он не целится в то, что не несет наследования, и не заблуждайтесь, ты избран, и ваш урожай слишком богат, слишком священен, слишком могущественен, чтобы остаться незамеченным. Вот почему я обращаюсь к вам именно так, прямо, настойчиво, духовно. Потому что истеведи моей руки пытаюсь лишить вас обещать, пока он еще находится в духовной утробе. Это не очевидные атаки. Это небольшие отвлечения. Тихие компромиссы. Моменты усталости, которые кажутся безобидными, но задерживают чудо, который уже подготовлен. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Но теперь прозвучала тревога в духе, небеса призывают вас к вниманию, к оставайся до конца, потому что я покажу вам то, что другие пропустили. Я покажу вам точный момент, то ключевое решение, то духовная позиция, которая открывает все. Более того, я покажу вам, как вы могли бы быть случайно саботируете свой собственный урожай. Но вот священная новость, еще не слишком поздно, вы не пропустили. Вы как раз вовремя, божественный поворот. Но только если ты будешь продолжать наблюдать. Только если ты будешь бодрствовать духом. То, что я собираюсь сказать в ближайшие несколько минут, это не просто инструкция. Это вмешательство. Это мой голос спасения. Потому что вы не находитесь на грани потери всего. Вы находитесь на грани порог сверхъестественного увеличения, чудо движется к тебе, но это требует твоя осознанность, твоя вера, твое сердце полностью обратились ко мне. Поэтому я спрашиваю вас сейчас: нет, Екомандата влюблен, оставайся до конца. Потому что следующие слова несут в себе секрет, который вы ждали услышать, и если вы уйдете до этого момента, вы можете никогда не узнать, насколько близко вы были. Это сообщение будет не повторяться снова и снова. То, что я говорю сегодня, конкретная инструкция для конкретного сезона, и он твой. На нем твое имя, написанное в духе.
Оставайтесь, слушайте, готовьте свое сердце. Потому что прежде чем закончится это послание, вы услышите нечто, потрясает твою душу, подтверждает то, что вы тайно подозревали, и, наконец, освобождает то, чего вы так долго ждали в темноте. И что, возлюбленный мой, вот почему отвлекающие факторы пытались помешать тебе нажать кнопку воспроизведения. Но ты здесь. И это значит, чудо уже началось. Вы должны понять нечто священное и неотложное. Враг твоего чуда не всегда буря, это не всегда громкий кризис или видимая атака. Иногда самая опасная духовная кража происходит тихо, за секунды. В местах, где ваше внимание дрейфует, ваши мысли блуждают, и твое сердце начинает сомневаться, что Бог уже обещал. Послушайте меня, возлюбленные, как вор не всегда вламывается силой, но пролезает сквозь окно, по неосторожности оставленное, так враг действует в вашей жизни не через гром и огонь, а через маленькие незаметные щели. И вот почему многие люди пропускают богатство, то выздоровление, то благословение это было им предначертано судьбой. Не потому, что их не выбрали, а потому, что они не знали Тихаевой навидеться в их ежедневные моменты, в их мыслях, эмоциях, решениях и даже в их цифровых привычках. Сколько благословений уже прошло, потому что 5 минут прокрутки заглушили 10 минут молитвы. Сколько ответов осталось неуслышанными, потому что душа была слишком занята шумом, чтобы распознать божественный шепот. Сколько семена процветания были прерваны, потому что сомнения в вашем сердце росли быстрее веры. Да, я обращаюсь к вам напрямую, потому что вы задавались вопросом, почему все начинается, но не заканчивается. Вы чувствовали тяжесть задержки, и это разрушило вашу надежду. Но я говорю вам сегодня, это не потому, что я изменил свое решение. Это не потому, что обещание было ложью. Это потому, что враг скрывался не в очевидном, а в упущенном из виду. Он не всегда приходит с цепями, он приходит с отвлечения. Он не всегда приносит огонь, иногда он приносит комфорт, который погружает вас в духовный сон. Ему не нужно уничтожать поле, если он может украсть семя. Видишь ли, есть божественный принцип: все, что получает ваш постоянный фокус, будут расти. Вот почему враг хочет, чтобы вы отвлеклись. Ведь если он сможет вас отвлечь, он сможет отсоединить тебя, он знает силу вашего внимания. Вот почему он нацеливается на ваш разум прямо перед прорывом. Почему замешательство приходит накануне вашего ответа? Почему страх шепчет громче всего перед тем, как открывается дверь? Потому что чудо близко, и враг это знает. Вот почему я призываю вас, оставайтесь в этом слове, берегите свое время. Берегите его, потому что эти следующие мгновения откроют вам, как защитить свой урожай еще до того, как он появится. Я передам в ваши руки духовное оружие для ведения невидимой войны. Не с криком, не с усилием, но с ясностью, с присутствием, с верой, настолько укорененной, что никакие отвлечения не смогут ее поколебать. И теперь я должен попросить тебя кое о чем, не ради себя, но ради тебя самого и ради других, подобных тебе. Поставьте лайк этому видео, да, прямо сейчас. Не потому, что это модно, а потому, что в тот момент, когда вы это делаете, вы помогаете продвинуть это слово за пределы отвлекающих факторов и передать его тем, чьи чудеса все еще подвергаются нападкам. Вы не просто зритель, вы сосуд умножения, каждый акт послушания – это семя. Каждый щелчок веры – это духовное оружие. Помогите кому-то найти свой путь к откровению, о котором они не знали, что оно им нужно. Но теперь давайте копнем глубже. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему я чувствую себя хорошо, а потом меня вдруг охватывает страх? Почему мне кажется, что каждый раз, когда я решаю что-то изменить, что-то маленькое тянет меня назад? Почему,
когда я нахожусь на грани финансового прорыва, неожиданно возникают расходы? Почему мои мысли закручиваются по спирали, когда я чувствую, что радость начинает нарастать? Это потому, что враг не хочет противостоять вашей силе. Он хочет помешать вам процессу, он знает, что не сможет удалить твое благословение. Но если он может отложить и подготовку, если он может искажать ваш фокус, ты его потеряешь сам. Вот это настоящая война. Это не против твоего чуда. Это против твоего разума. Слово говорит в Песни 2:15. «Ловите нам лисиц, лисят, которые портят виноградники, это не львы. Это не медведи. Это маленькие лисы, те хитрые, тонкие, небольшие нарушения, которые съедают ваш урожай прежде, чем он созреет. Не враг в маленьком — это то, что рушит судьбы многих избранных. Ему не нужно разрушать вашу веру. Ему нужно лишь замедлить это, пока ты не откажешься. Ему не нужно закрывать дверь. Ему просто нужно заставить тебя смотреть в другую сторону достаточно долго, чтобы дверь закрывается, и ты не замечаешь. Вот почему это сообщение не развлечение, это вмешательство. Вам не нужна еще одна мотивирующая фраза. Вам нужно божественное противостояние. Потому что в твоем духе горит священный огонь, и я разжигаю его. Я срываю завесу, которая скрывала тебя от настоящей войны вокруг твоей судьбы. Услышь меня. То, что ты считал просто мыслями, было стратегическая ложь, прошептал, чтобы разоружить вашу веру. То, что вы считали просто задержками, было скоординированное препятствие посланной, чтобы посеять сомнения. То, что вы назвали неудачным временем, была невидимая засада на ваше внимание. Но вы не беспомощны. Нет. Вы не жертва хаоса. Вы – носитель завета, и сегодня я передаю в ваши руки ключ, стратегия небесной, от которой защитит ваш фокус, укрепит ваш разум и поможет вам ходить в изобилии без промедления. Но вы должны решить оставаться здесь и сейчас. Следующий раздел содержит тайну, которую многие никогда не раскрывают. Откровение, которое покажет вам не только, как защитить свое сердце, но и как подготовить его к принятию неожиданные благословения со сверхъестественной скоростью. Но сначала позвольте мне спросить вас напрямую, как долго вы будете позволять мелочам красть большие чудеса? Сколько еще семян вы позволите пропасть, прежде чем начнете охранять свое поле святой дисциплиной? Сколько еще раз ты будешь путать дискомфорт для отрицания, когда на самом деле я готовлю твою способность нести больше, чем ты просил? Грядет трансформация, которая начинается в невидимые места твоей души. И когда твое внимание станет созвучно моему обещанию, никакой демон, никакая задержка, никакое отвлечение не смогут остановить тебя. Урожай. Но это момент принятия решения. Вы можете проигнорировать это и пролистать дальше. Или ты можешь остановиться, посмотреть мне в глаза своего духа и сказать: «Я больше не откажусь от своего благословения ради мелочей. Я буду беречь свое чудо. Я буду бороться в духе. Я доведу дистанцию до конца». Потому что правда в том, что враг нападает только на то, что имеет ценность. Причина, по которой отвлекающих факторов стало больше, не в том, что вы слабы, а в том, что вы закрывать. На самом деле, настолько близко, что если ваш вера держите благодаря этому откровению, вы скоро увидите то, о чем другие только мечтали. Избыток в каждой области. Мир как река. Богатство, для которого ты даже не сеял. Двери, отверстия, которые никто не может закрыть. И именно поэтому этот момент священен. Враг приходит маленьким. Но моя сила приходит полной и окончательной. Я не откладываю. Я не забываю. Но мне нужно выравнивание. Оставайтесь со мной.
Ведь буквально через мгновение я покажу вам историю из моего слова «настоящее чудо», где отвлечение внимания чуть не погубило судьбу. Но то, что произошло дальше, что-то сломало внутри вас. Не двигайся. Не моргай. Поскольку следующая часть содержит поворотный момент. И помните, нравится это видео, и заявить в комментариях: «Я не позволю мелочам украсть мое великое благословение». Дайте знать миру, сезон потерь закончился. Дверь открыта. Враг разоблачен. И чудо по-прежнему ваше. Позвольте мне спросить вас кое о чем прямо от духа, о чем-то, что не должно утешить вас, но разбуди тебя. Сколько раз вы молились о ясности, но выбирали путаницу, замаскированную под развлечение? Сколько раз ты умолял меня заговорить, но заглушал мой шепот шумом? Как часто вы взывали об освобождении, только чтобы вернуться в ту же ловушку, которая тайно поработила вас? Вы говорите, что хотите благословения, то избыток, то чудо, то богатство я обещал. Ты говоришь, что хочешь пройтись по двери, я открылся только для тебя. И все же, даже когда я протянул руку, чтобы втянуть тебя в свой мир судьба, ты позволил вещам, которые только казались миром, но на самом деле были ядом, украсть твое сердце. Вы понимаете, что на самом деле стоит вам обещание? Не дьявол в красном халате. Не какое-то гигантское, зловещее событие. Но нежное, соблазнительное отвлечение, шепчущее «еще 5 минут». Фальшивое облегчение, которое говорит вам: «Ты заслуживаешь отдыха, не молись сегодня». Временное удовольствие, которое ощущалось как перерыв, но украло урожай. Отвлечения не безвредны. Это ловушки, одетые в свет. Это ложь, обмазанная медом. Они – фантомы, миражи в пустыне, показывая вам то, чего вы хотите, привлекая ваше внимание, убеждая вас, что они – благословение, пока ваша душа не проснется жаждущей, чем раньше. Как долго ты будешь верить в мираж, дитя мое? Теперь вы понимаете, почему вы чувствуете себя застрявшим, даже если вы сделали все правильно. Можете ли вы наконец признать, что ваш самый большой враг – это не всегда атака, которая исходит извне, а комфорт, который проникает в ваш дух и притупляет вашу срочность? Это фальшивое чувство покоя, которое вы испытываете, когда на время отключаетесь. Это не покой. Это медленная духовная смерть. Думаешь, враг хочет тебя напугать? Нет. Он хочет успокоить тебя. Потому что страх может подтолкнуть тебя ко мне. А комфорт? Он убаюкивает. А когда спишь, ты слеп. Слепый к благословениям, которые я посылаю. Слепой к божественным назначениям ты пропал. Слепой к двери отверстия, через которое вы не проходите, потому что вы слишком устали, слишком заняты или не чувствуете себя сейчас в своей тарелке. Это не оправдание. Это враги. Те, кто носит духи вместо цепей. Такие, которые приносят удовольствие, пока не понимаешь, что они стоили тебе чуда. Теперь позвольте мне говорить еще яснее. Позвольте мне проникнуть сквозь туман. Что в последнее время покорило ваше сердце? Что из того, что раньше вас увлекало, теперь кажется необязательным? Когда ваша молитвенная жизнь превратилась из огня в флажок? Когда ваши ожидания превратились в безразличие? Раньше ты полагать. Раньше ты гореть со страстью. Ты постился, плакал, искал, голодал. Ты просыпался рано, засыпал, поклоняясь, дрожащими руками записывал мои обещания. А теперь ты листаешь. Теперь ты сравниваешь. Теперь ты сомневаешься. И самое опасное, ты к этому привык.
Вы назвали это сезоном, хотя на самом деле это стратегияда. Духовная засуха, замаскированная под заботу о своем психическом здоровье. Период засухи, выдаваемый за заботу о себе. Но я вижу глубже. Я вижу трещины в твоей броне. Я вижу слезы, в которых ты все еще не признаешься. Я вижу веру, которую ты пытаешься скрыть под слоями отвлечений. Но я перезвоню тебе сейчас, потому что твое наследование слишком священно, чтобы ее можно было обменять на крохи утешения. Твой завет слишком вечен, чтобы быть погребенным под кратковременными удовольствиями. Твое благословение слишком сильна, чтобы ее можно было снова отложить с помощью ловушки, которую вы уже видели раньше. Отвлечения не проявляют себя. Они проникают сюда посредством привычек. Они проникают через сетки. Они соблазняют посредством трендов. Они оправдывают себя логикой, а затем уничтожают вашу духовную чувствительность. Это не просто плохие идеи. Они есть духовные приманки. Они есть божественные фальшивомонетчики. Та возможность, которая обещала быстрые деньги, но отдалила тебя от меня, это был не я. Та дружба, которая говорила все нужные слова, но оставляла тебя духовно скучным, это была не я. Та свобода, которая научила тебя пропускать молитву, меньше поститься и относиться к церкви как к варианту, это был не я. Я никогда не говорил тебе замедлить свой бег. Я никогда не просил вас сбалансировать свое предназначение. Я никогда не ставил твой комфорт выше твоего призвания. Итак, позвольте мне спросить еще раз, и на этот раз пусть правда разрушит всю ложь, за которой вы прятались, чему ты позволил стать важнее моего голоса? Какой экран, какое приложение, какое шоу, какой человек, какая мысль захватили ваше время больше, чем мое слово? Куда смотрят ваши глаза, когда вы устаете? К чему тянутся ваши руки, когда вы расстроены? Это я или ловушка? Потому что эти ловушки не построены с использованием веревок. Они созданы с рутиной. Понемногу. День за днем. Пока вы не поднимете глаза и не поймете, вы находитесь дальше от благословения, чем в прошлом году. Не потому, что я переехал, а потому, что ты отвлекся. И это не осуждение. Это спасать. Я не стыжу тебя, я стыжу тебя, пробуждая тебя. Потому что я не позволю еще один год, еще одна возможность, другая дверь пройти мимо тебя, потому что ты смотрел не на то. Вы не созданы для наполовину выполненных обещаний. Вы не были призваны жить в циклах «почти». Ты родился для завершения, для господства, для чудеса, для избыток, для урожай. Но ты должен вернуть мне свое сердце. Вам придется снова зафиксировать свой взгляд. Вам следует перестать преклоняться перед алтарем отвлечений и вспомнить, кто вы. Ты выбранный. Ты судно судьбы. Вы несете духовное ДНК с небесам по себе. Твой голос сотрясает атмосферу. Ваша вера меняет поколение. Ваше послушание открывает поколение богатства и услуга. Но враг пытается заставить вас забыть обо всем этом, чтобы превратить вас в потребителя экрана, чтобы убедить вас, что прокрутка – это отдых. Эта тишина пуста. Это ожидание напрасно. Но я вам сейчас скажу, тишина священна. Ожидание – это подготовка. А покой, которого ты жаждешь, ты сможешь найти только в моем присутствии, а не в цифровом шуме. Итак, вот линия разграничения. Отпустите ли вы то, что вас сковало? Будете ли вы воздерживаться от того, что питало вашу плоть, но истощало ваш дух,
Перестанете ли вы называть нормальным то, что на самом деле представляет собой духовную опасность? Обменяете ли вы отвлечение на судьбу? Потому что я недалеко. Я рядом. Ближе, чем твое дыхание. И в тот момент, когда ты полностью, без компромиссов, вернешь ко мне свое сердце, я освобожу то, что было отложено. Я верну украденное. Я ускорю то, что сдерживалось. Но мне нужно твои глаза. Ваше внимание. Ваше послушание. Твой вера. Следующий раздел этого сообщения содержит историю освобождения о ком-то, подобном тебе, кого отвлечение почти уничтожило, пока я не вмешался. И если ты останешься, если ты прислушаешься, если ты позволишь этому войти в твою душу, вы получите ключ, с помощью которого можно обезвредить каждую ловушку, расставленную врагом. Это не игра. Это не совпадение. Это момент святого трансформация. И если вы готовы, давайте копнем еще глубже. Потому что сейчас я покажу вам, что то же самое отвлечение, которое чуть не положил конец судьбе одного человека в Писании. Эту же тактику враг использует против вас. Но конец их истории вот-вот станет начало твоего чуда. Оставаться. Фокус. Получать. Она никогда не начинается со взрыва. Она никогда не возвещает о себе сиренами. Нет, величайшие духовные опасности начинаются как семена тихие, невидимой, по-видимому безвредной. Кажется, это невинное решение. Небольшая пауза в молитвенной жизни. Небольшой компромисс со временем. Быстрое «я сделаю это позже». Несколько дней без чтения моего слова. Кратковременная эмоциональная усталость, от которой вы так и не оправились. Но позвольте мне показать вам истину, которую многие не видят, пока не станет слишком. Поздно, отвлекающих факторов становится все больше. И они не растут как сорняки, сорняки можно выдернуть. Они растут как корни гигантов, скрытый, сильный, агрессивный. Если их не срезать рано, они укоренятся. Они задушат. Они будут доминировать. И прежде чем вы это осознаете, они становятся центром вашего расписания, одержимость твоими мыслями, правитель вашего внимания. Позвольте мне задать вам болезненный, но необходимый вопрос. Когда твоя страсть ко мне стала необязательной? Когда ваши сны сменились прокручивающейся лентой времени? Когда огонь, пылавший в твоей груди, превратился в воспоминание, а не в образ жизни? Видите ли, то небольшое отвлечение, которое вы когда-то оправдывали как «только на сегодня», теперь превратилось в нечто большее шаблон. И эта модель стала крепость. И эта крепость теперь гигант, стоя между вами и вашим благословением. Это как лоза в винограднике. Она начинается с тонкой нити. Ты ее едва замечаешь. Она мягко извивается, незаметно. Но дай ей время, и она обвивает корни, душит ствол и, наконец, блокирует солнце и поглощает воду, морить фрукты голодом до того, как он достигнет зрелости. Вот что отвлекающие факторы делают с вашим духом. Они есть краду твой солнечный свет. Они есть потребляя вашу духовную воду. И они держат ваш урожай от полного формирования. Давайте говорить прямо. Ты не можешь родить чудеса, когда ваш ум постоянно рассеян. Вы не можете нести помазание для избыток, если ваши мысли запутались в каждой новой тенденции, каждом новом мнении, каждом голосе кроме моего. И дело тут не в чувстве вины. Речь идет о срочности. Потому что чем дольше вы это допускаете семя отвлечения жить, то становится более опасным. Он не стоит на месте. Он растет. Он адаптируется. Он крепнет. И затем, словно гигант,
посаженный на вашем поле, он начинает высмеивать вашу веру, запугать ваши усилия и отложить свое чудо. Видите ли, многие люди не борются с демонами, они берут те отвлекающие факторы, которые выросли в гигантов. Гиганты прокрастинации, гиганты тревоги, гиганты сравнения, гиганты неуверенности в себе. Гиганты, которые начинались как тихий шепот, но теперь кричат так громко, что ты больше не можешь услышать мой голос. А вот то, о чем вам почти никто не расскажет, великанами не рождаются. Их вырастают. Они питаются вашим временем, выращенные вашим вниманием, укреплено вашим разрешением. И теперь то, что когда-то казалось преодолимым, возвышается над вашей целью, преграждая вам путь. Но я даю вам привилегированные знания сейчас. Это не то, что я даю всем. Я показываю тебе корень, а не только фрукты. Потому что я люблю тебя слишком сильно, чтобы позволить тебе потратить впустую еще 1 год. Вот в чем дилемма. Вы хотите чудо, то богатство, то избыток, то выздоровление, то урожай. Я подготовился. Но теперь вам предстоит выбрать, столкнетесь ли вы с великаном или продолжите тайно кормить его. Потому что вот правда, какой бы болезненной она ни была, вы не можете одновременно удерживать и отвлечение, и судьбу. Один из них должен умереть. Один из них должен упасть. И только вы можете решить, какой именно. Помнишь Давида? Мой слуга, мой сын, мой избранник. Он не начал со встречи с Голиафом. Он начал с охраны овец сосредоточенно, с преданностью, с уединением. И его сила родилась не в битве, она родилась в неотвлекаемое послушание. Он тренировал свое сердце на полях, вдали от аплодисментов, вдали от шума, невосприимчивый к отвлекающим факторам. И когда гигант наконец появился, он уже был готов. Ему не нужны были доспехи. Ему не нужны были стратегии от людей. Ему нужно было только одно – ясность цели. Вот в чем был секрет. Он увидел гиганта таким, каким он был на самом деле, кощунственное отвлечение, пытающееся задержать мой завет. И теперь я говорю вам, есть игон, стоящий в вашей жизни прямо сейчас. Это не просто привычка. Дело не только в плотном графике. Дело не только в том, как обстоят дела. Это семя, которое вы разрешили, а теперь он вырос. И этот гигант, если ему не противостоять, не просто задержит ваше чудо, он пожирает свой урожай. Но вот и хорошие новости. Вам не нужно побеждать его собственными силами. Вам нужно сделать только одно – верни свой взгляд ко мне. Ваша сила в вашей сосредоточенности. Ваше оружие – ваше неразделенное сердце. Вот чего больше всего боится враг – не ваших молитв, не ваших заявлений, а ваших решений. Ваше решение перестать склоняться перед комфортом. Ваше решение отрезать корень прежде, чем он вырастет еще выше. Ваше решение сказать «хватит». Потому что в тот момент, когда ты назовете отвлечение, как только вы его выставляете на показ, он начинает терять силу. Гиганты процветают в тени, но они съеживаются на свету. И сегодня я сияю божественный свет в ту самую область, которую вы пытались оправдать. Та маленькая привычка, о которой вы сказали, разве это не серьезно? Это очень вещь между вами и изобильной жизни я обещал. Позвольте мне спросить вас сейчас, как долго вы будете ждать, чтобы столкнуться с тем, что, как вы знаете, лишает вас вашего призвания? Сколько еще промедлений вы готовы терпеть, прежде чем скажете «это не Божий план для меня»? Путь вперед не сложен, но он требует больших затрат. Это требует честность. Это требует голод.
Это требует решения избавить от отвлечений и питать веру. Потому что этот гигант не уйдет сам по себе. Но я обещаю тебе следующее. Как только ты отвернешься от всего этого и сосредоточишь свой взгляд на мне, я буду бороться за тебя. Я срублю то, что выросло в твое отсутствие. Я восстановлю то, что он пытался украсть. Я сломаю каждый корень, который душит твою цель. И из этой самой почвы я воздвигну сад благословений. Фрукты, которые хранятся долго. Мир, который умножается. Изобилие, которое не просто приходит, а остается. Но начинать надо сейчас. В следующем разделе я покажу вам, как именно разрушить силу этого отвлечения. Вы получите конкретные инструкции, как я дал Давиду, как я дал пророкам моим и детям моим до вас. И когда вы примените эти знания, великан падет. Это больше, чем сообщение. Это предупреждение, а стратегия и пророческий сдвиг. Вы смотрите это не случайно. Я привел тебя сюда, чтобы дать тебе глаза, чтобы видеть то, что другие не замечают. Ты не такой, как все. Ты отделить, и то, что я вложил в тебя, не будет погребено под сорняками. Итак, слушайте. Приготовьтесь. Потому что теперь мы переходим на следующий уровень. От осознания к действию. От колебаний к жатве. От отвлечения внимания к божественному владычеству. Семя выросло в гиганта. Но я воспитываю тебя как убийца великанов. И чудо на другой стороне этой битвы будет лучше всего, что вы себе представляли. Потому что твое упорство признано. Потому что твое сердце не сдалось, когда другие отвернулись. Потому что даже в тишине, даже в ночи слез и смятения ты не забыл мое обещание. А теперь слушай внимательно. Я, твой Бог, готовлю награду, которая достанется лишь тем, кто выдержит, кто останется стойким, кто выберет борьбу не плотью и кровью, а верой, молитвой и сердцем, укорененным в послушании. Пойми, любимое дитя, что ты не просто проходишь через трудный период. Ты проходишь через поле битвы духа, и на этом поле битвы твоя способность оставаться послушной. Говорить мне «да», когда мир говорит «нет», твой меч. Каждый раз, когда ты выбираешь святость вместо компромисса, каждый раз, когда ты говоришь «нет» искушению сдаться, ты продвигаешься вперед. Ты захватываешь территорию, вы воюете в духе. Есть война за твою судьбу. Идет война за наследство твое. Враг гонится не за твоим комфортом, а за твоим чудо. После Вышегозавет, после того, как обильный урожай чта я, Господь, уже возвестил вам. Вот почему все кажется таким неотложным. Вот почему отвлекающих факторов стало больше, шум громче, задержки мучительнее. Потому что чем ближе вы к вратам прорыва, тем напряженнее становится война. Но послушай эту истину, послушание – твое оружие. В поколении, зависимом от коротких путей и отвлекающимся на шум, тот, кто подчиняется моему голосу, становится сосудом необычная сила. Не твоя сила приносит победу, а твоя выравнивание. Это секретная поза Вышегосердца, которая заставляет демонов трепетать. Послушание в невидимых местах приводит к видимым чудесам. Я видел, как ты продолжал сеять семя, даже когда земля казалась сухой. Я видел, как вы продолжали верить, даже когда ничто вокруг вас не подтверждало обещания. То есть духовная война. Это вера под обстрелом. Это то, что отличает случайного от случайного. Выбранный, отвлеченный от помазанной, странники из воины. Когда ты отказался преклониться перед страхом, ты стоял как мой воин. Когда ты отказался от своей воли, чтобы следовать моим указаниям, ты шел с ангелами. Когда ты молился вместо того, чтобы жаловаться, когда ты постился вместо того, чтобы падать духом,
когда ты славил в полночный час, все это было не пустыми делами, это были удары по лагерю врага. Дитя, твои послушания – это декларация. Он говорит небесам и преисподней: «Я избрал Господа, и я не поколеблюсь». Это не пассивное подчинение, это активная борьба. Каждый момент подчинения моей воле – это акт революции против царства тьмы. Вы удивляетесь, почему нападки усилились сразу после того, как вы решили полностью покориться? Потому что вы перестали быть спящим верующим, вы стали угрозой. Вы активировали свой духовный авторитет, и теперь враг понимает, что масло на вашей жизни не для украшения, а для войны. Вы не просто ждете благословения, вы боретесь за свое наследство. А теперь я спрашиваю вас, вы действительно осознали цену? Готовы ли вы продолжать идти, когда все кажется бессмысленным, зная, что ваша награда не задерживается, она готовится? Я формирую тебя. Я совершенствую тебя. Я выделяю тебя, потому что чудо, которое я собираюсь выпустить, не для нетерпеливых, а для покорной. Битва напряженная, потому что на кону вечность. Речь идет не только о деньги, не просто об открытой двери, речь идет о цели, наследии и преобразовании королевства богатства, которое я высвобождаю, предназначено не только для того, чтобы благословить вас, но и для того, чтобы утвердить мой завет через вас. Ваш банковский счет – не конечный пункт назначения, а лишь инструмент в моем божественном плане. Ваше послушание открывает его. Вы не просто выживаете, вы позиционируете. Небеса не молчат, они разрабатывают стратегию. Пока вы поклонялись, я высвобождал ангельское подкрепление. Пока вы молились, я менял атмосферу. Пока вы повиновались без аплодисментов, я готовил трапезу в присутствии ваших врагов. Теперь вы это видите. Боль была тренировкой, задержка была дисциплиной, молчание было священно. Я никогда не покидал тебя. Я создавал воина, а не просто поклоняющегося. Солдата, а не просто певца. Сосуд, а не просто мечтателя. И теперь небеса открываются, потому что ты доказал свою верность в сокровенном месте. Это ваш момент, чтобы стоять на своем. Не отрывай свой взгляд от меня. Не поддавайся желанию повернуть назад. Заставь замолчать всякий голос, говорящий против обещания. Закрой уста страха. Молитва. Утопите ложь врага с помощью моего слова. Потому что сейчас вы ближе, чем когда-либо. Враг хочет отвлечь ваше внимание, потому что, отвлекая вас, он может задержать вас. Но если вы будете держать оборону, если откажетесь идти на компромисс, чудо, на котором написано ваше имя, проявится с неудержимой силой. Это не просто благословит вас, это перетекание в поколение, потому что я Бог Завет, а не удобство. Есть ключ к вашему послушанию. Ключ, открывающий дверь ко всему, о чем вы молились. Богатство, которое течет без печали. Здоровье, которое восстанавливает то, что было сломано. Отношений, которые чтят ваше призвание. Чудеса, которые заставят ваших критиков замолчать. Но все начинается с одного – послушания посреди духовной войны. Много званых, но мало избранных, потому что немногие готовы пройти сквозь огонь и не сдаться. Но ты, дитя мое, претерпела. Ты боролась с вопросами, но не переставала искать меня. Ты спотыкалась, но не поддавалась греху. Ты ждала, и вот небеса услышали. Сезон тишины сменяется сезоном сверхъестественных звуков. Подними глаза. Не бойся. Ты не теряешь, ты переходишь. Ты не терпишь неудачу, ты проходишь. Кованый. Огонь – это не наказание, это подготовка. Я сжигаю меньшую версию себя, чтобы явить воина, которого я создал. И когда ты выйдешь отсюда, ты не будешь пахнуть дымом. Ты будешь нести аромат славы. Это не просто конец бури, это начало царствования. Сезон, когда все, что было утаено, начинает течь. Где то, что было потеряно, возвращается семикратно.
где то, что было мертво, начинает дышать снова. Но только те, кто выдержал война в духе, можно ходить в этом наследовании. Теперь я призываю вас рост. Не со страхом, не с сомнением, но с уверенностью, что я с тобой, и что ваше послушание не было напрасным. Есть сила в твоей жертве, и времябожественный переворот прибыл. Если вы готовы к этому чуду, объявите об этом в комментариях. Запишите эту истину: мое послушание – мое оружие. Моя награда близка. Война выиграна. Пусть враг услышит это. Пусть твое будущее услышит это. Пусть каждая цепь услышит это и сломается. Потому что, когда ты говоришь «вера», вы меняете духовную сферу. Опишите ниже, как вы сохранили верность, даже когда все тряслось. Расскажите, где битва была самой тяжелой, потому что это твой поворотный момент. Провозглашая послушание, вы привлекаете внимание небес. Провозглашая веру, вы получаете награду. Не молчи. Говори свое .вера. Пророчествуй свои благословения. Откройте рот и заранее напишите свои показания. Оставьте комментарий сейчас. Вы не просто печатаете слова, вы создаете духовная транзакция. И знайте это: я увидел тебя. Я избрал тебя. Я сражаюсь за тебя. Битва моя, но послушание должно быть твоим. И вместе мы победим. Сын мой, слушай меня внимательно. Ибо ты входишь в духовное измерение, где многие сдаются, не достигнув его. Ты стоишь на пороге. На пороге между тем, о чем ты просил, и тем, что еще не пришло. Между молитвой и проявлением. И в этот священный промежуток, который ты называешь ожиданием, я называю трансформация. Вы не тратите время впустую. Вас совершенствуют. Вас не забывают. Вас готовят к скрытой награде. Это выходит за рамки того, что вы можете себе представить. Не чудо без процесса. Нет избыток без глубоких корней. И нет урожай, правда, без времени терпеливого сеяния. Помнишь, как ты сеял со слезами? Помнишь, как ты говорил: «Боже, почему так долго?» Я увидел твои слезы и собрал их, как семя. Я услышал твои молитвы, и я превратил его в завет. На духовная земля подчиняется божественное время, не в человеческом времени. Потому что если бы я дал вам сегодня то, о чем вы просите, не поработав над вами внутренне, это было бы все равно, что дать вам плод, красивый снаружи, но гнилой внутри. Это было бы все равно, что подарить вам дворец, в котором вы не знаете, как жить. Это было бы богатством без вашей индивидуальности. Благословение без основы, победа без характера. Знаете ли вы, что чистейшее золото проходит через самый сильный огонь? То, что вы называете задержкой, не наказание, это моя печь. Здесь я сжигаю то, что вам не принадлежит. Место назначения – это место, где я формирую ваше сердце, чтобы исполнить то, что я обещал тебе. Каждая минута ожидания укрепляет духовную силу. Каждый день молчания – это день, когда я учу тебя видеть глазами веры. Дело не в том, что вы не движетесь вперед, вы пускаете корни. И чем больше ваш урожай, тем глубже должен быть ваш фундамент. Прислушайтесь к этой скрытой истине, которую многие не понимают. Божественное время не терпит неудач, я не опаздываю и не прихожу раньше времени. Я прихожу именно в тот момент, когда все на небесах и на земле подчиняется моей воле. Как ни один плод не падает, пока не созреет, так и я не дам вам благословения, что ты пока не можешь удержать. Потому что я не хочу, чтобы избыток грядущее станет твоей погибелью. Я хочу, чтобы оно стало твоим венцом славы. Я хочу, чтобы ты сказал: это стоило каждой слезы.
Это стоило каждой секунды ожидания. Я готовлю тебя к что-то вечное, невременно. То, что вы сейчас получите, это не просто что-то. Это наследование. Это часть твоего завета мной. И всебожественное наследие, чтобы не потерять это, нужна духовная зрелость. Я – Отец, который не только хочет дать вам все, но и научить вас мудро распоряжаться этим. Вот почему иногда кажется, что я скрываю ключ, но на самом деле я выковываю его внутри тебя, к дверто, чего ты ждешь, не открывается снаружи. Оно активируется изнутри. Именно в процессе я даю тебе код. Именно в ожидании рождается понимание. Многие покидают меня здесь. Многие задают мне вопросы. Многие считают, что небеса закрылись, но именно здесь, в долине ожидания, я спрятал свою самую большую чудо. Он чудо преображения. Об изменениях ваших мыслей. Об обновлении вашей веры. Об очищении ваших намерений. Ибо я не дам вам сострадания, я дам вам обещать, я не открою тебе дверь не из жалости, а из завета, и завет мой нерушим. Ибо он скреплен кровью, утвержден еще до твоего рождения. Ты здесь не случайно. Ты здесь благодаря местоназначению. Помните это, благословение то, что достигается дольше всего, остается и дольше всего. То, что легко, легко уходит. То, что быстро растворяется. Но то, что я создаю со временем, остается навсегда. Когда вы видите, как кто-то процветает за одну ночь, а вы все еще ждете, не сравнивайте себя. Вы не представляете, насколько глубоко я работаю с вами. У вас нет общая история. Ты избранный, и избранные проходят через процессы, непостижимые для других. Но в конце концов их награда ни с чем не сравнима. Скрытая, да, но божественная. Безмолвная, да, но сверхъестественная. И теперь я скажу вам однодуховный ключ. Враг твоей души всегда атакует сильнее всего непосредственно перед расставанием. И если сегодня вы чувствуете себя более уставшим, чем когда-либо, если вы чувствуете, что эфи ускользает сквозь пальцы, потому что вы вот-вот увидите плоды. Враг не атакует то, чего не боится. И он знает, что вы в днях, а может быть и часах от того, чтобы увидеть то, что посеяли годами молитв. Так что не отступайте. Не останавливайтесь. Не плачьте, как забытый, как роженица. Потому что ваше чудо он уже жив внутри тебя. Ему просто нужно совершенное время родиться. И это время настало. Даже если вы еще этого не видите. Даже если ваши глаза этого не видят. Я уже двигаюсь. Я уже открываюсь, двери которых вы не видели. Я уже привлекаю ключевых людей, ключи неожиданные, божественные связи. Я уже устраняю невидимые препятствия. Вы идете по святой земле, даже если ваши ноги касаются праха. Потому что чудо все начинается не с того, что ты видишь, а с того, что ты веришь. И ты верил. Несмотря на тишину, несмотря на боль. Несмотря на сомнения, ты продолжал сеяния веры. И это активирует мою руку. Пойми это раз и навсегда, мой возлюбленный. Ожидание – это не трата времени, это его инвестирование, и ожидания взращивает ваш характер. Оно отделяет зерна от плевел в вашей душе. Оно избавляет вас от гордыни, сомнений и страха. Оно формирует сердце уметь получать, не теряя. Уметь управлять богатства, не забывая об истоках. Ведь конечная цель – не просто дать вам вещи, но и сформировать из вас того, кем вам суждено быть. Управляющий моим благословение посол моего избыток отражения меня Глория. И как фермер не отчаивается,
не увидев плодов в первый месяц, так и вы должны верить. Фермер знает, что земля работает в тишине, он знает, что корни растут в невидимом. Он знает, что настоящая работа происходит под поверхностью. Ты не видишь, а я вижу. Я вижу, как много. Ты вытерпел. Я вижу, как много ты отдал, не получив взамен. Я вижу, как ты сеял любовь и был отплачен предательством. Я все это записал. И теперь я говорю тебе, твой урожай будет больше, чем твоя боль. Твоя награда будет больше, чем твое ожидание. Сегодня я открываю вам глаза, чтобы вы увидели истинную цель ожидания. Это не просто получение, но и существование. Быть тем, кто, получив, сможет прославить меня. Быть тем, кого не сломить избыток, что он не испорчен процветание, что он не уходит с ним чудо, я формирую в тебе внутреннюю структуру, которая будет поддерживать вечность. Потому что то, что я тебе дам, не временно. Это не мимолетное облегчение. Это наследование, это наследие, это умножение на поколение. Слушайте внимательно, у вас есть что-то, что многие увидят, и они не смогут игнорировать. В тебе есть что-то, в твоем взгляде, в твоем свидетельстве, в твоем восстановленном пути, что будет кричать «Бог спас меня» без слов. Потому что ты процветание будет говорить громче, чем ваше прошлое. Ваш избыток — это будет доказательством того, что я выполняю свое обещание. Ваше здоровье, ты примирение, ты умножение — все станет знаменем моей верности. Ты больше не будешь тем, кто сражается молча. Ты будешь тем, кто вдохновляет других верить. И у этого есть цель, ваша жизнь, часть моего большего плана. Ты мой инструмент, мое выбранное судно, мое открытое письмо миру. Не держите в себе то, что вы пережили здесь. Раскройте это. Расскажите. Потому что кто-то другой должен это знать. Ожидание того стоит, что вера преображает невозможное в реальности, что Божье время — это прекрасно, даже если кажется, что уже поздно. Ты история может спасти еще одну жизнь. Ваш процесс может поднять другого, падшего. Так же, как тебя коснулось это слово, я теперь прошу тебя быть канал благословения для других. Итак, если это слово нашло тебя, если Дух подтвердил внутри тебя, что это то, что тебе нужно, не молчи. Напишите в комментариях. Это мой сезон сбора урожая. Потому что всякое слово, исходящее из уст ваших с верой, становится духовный ключ, который открывает новые двери. Заявите о своем урожае. Заявите о своем чудо. Объявите, что время для плача прошло и что время наследований началось. Ваш публичный голос — активные небесные награды. И подпишитесь на этот канал не как на Божий промысел, а как на пророческий знак связи. Здесь каждое слово, которое выскочит, будет живая вода для вашего духа. Каждое новое видео будет новой частью вашего пути, новая зацепка, еще один шаг в божественное преобразование, что вы живете. И поделитесь этим словом. Не держите его в себе. Если вы знаете, что кто-то еще находится в долине, пошлите ему этот свет. Станьте инструментом, который приведет изменять. Будь мост по направлению к чуду от другого. Потому что это было не просто сообщение. Это была божественная встреча, это был час в Божьем календаре, отмеченный для тебя восстановления. И теперь, когда вы это испытали, вернитесь со мной к началу, когда я сказал вам, что вы были в одном шаге от чуда, помнишь? Этот шаг был верой. И ты сделал его. Ты переступил порог. Ты вышел из ночи в новый рассвет. Ты оставила плач по танец победы, вы прибыли на свою станцию. Награда. И как я видел тебя в тишине, так и теперь я превозношу тебя публично. Как я создал тебя в муках, так и теперь я бросаю тебя в избыток. Так же, как я скрывал ваши слезы, теперь я открою вашу радость.
Потому что именно это я и делаю. Я поднимаю смиренного, я возвышаю малого, я венчаю того, кто претерпевает. Небо праздновать с вами. В королевстве празднуют твою победу. Хотя никто тебе об этом не говорит, я утверждаю это авторитетно. Ты сделал это. Помните об этом в каждой будущей битве. Ты тот, кто победил, ты тот, кто прошел сквозь огонь и вышел чище. Тот, кто прошел долиной, но не остался там. Тот, кто поверил, когда все говорило «нет». И это будет твоим пророческое имя отныне, тот, кто претерпел и получил. Потому что есть и другие пути, которые придут. Есть и другие двери, которые откроются. Но ты уже знаешь, как идти. Ты уже знаешь тайну Божьего времени, и тогда никто и ничто не сможет вас остановить. Итак, я оставляю вас с этим последним утверждением. Твоя победа не только твоя. Она наша. Она с небес. Она из царства, и сегодня я благословляю вас миром, обновленной силой и ясностью цели. Пусть каждое слово, брошенное в вас сегодня, умножится в 100 раз. Пусть каждая открытая истина поднимет вас на новый уровень. Пусть каждое бесчетто, что казалось далеким, становится публичные показания. Потому что ты живое доказательство того, что Бог не забывает. Бог вознаграждает. Бог преображает. И в следующее видео мы собираемся сделать еще более мощный шаг, как поддерживать благословениями жить в ритм постоянных чудес день за днем. Я жду тебя там, потому что твоя история только начинается. И небеса продолжат писать главы Глория, богатство, здоровье и вечная судьба. Заявите сейчас в комментариях: ничто не было напрасным. Я собрал урожай. Я победил. И подпишитесь, чтобы каждое новое слово было на шаг ближе к вашему вечному наследию. Увидимся на следующем занятии. Бог уже здесь и ждет вас.